Добрый вечер, дорогие друзья. Во-первых, я хочу поблагодарить вас за то, что вы до сих пор со мной смотрите мои видео. Огромное вам спасибо. И во-вторых, более 70% моих зрителей, они смотрят мои видео, но не подписаны. И поэтому я прошу вас, ребята, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Это не так сложно сделать. Просто нажать на подписаться и все. Ну и если у вас сегодня хорошее настроение, можете и лайк поставить, в принципе, и написать комментарий, да. А еще не забывайте про вот этот VPN. Это людям из России, потому что сейчас в России какие-то проблемы с YouTube, я так понял, поэтому этот VPN, он стоит недорого, поэтому, да, покупайтесь и пользуйтесь. И давайте продолжим. В этом видео мы будем смотреть, анализировать и слушать Димаша, который будет петь песню «Любовь, похожая на сон». Итак, давайте начнем. И если вы в первый раз на моем канале слушаете мой перевод, прошу вас сначала подписаться, а потом уже смотреть видео. Так было бы намного лучше. А чтобы вы знали, я перевел и другие ее реакции на Димаша. Это песни SOS, Unutulmaz Gün и Грешную страсть, конечно же. И еще раз, подпишитесь. Димаш Кудайберген. Я готов к тому, чтобы мне взорвали мозг. Ага. Да уберите вы свои телефоны, вы же смотрите Димаша. Что за люди, а? Я в глаза твои. Стоп, 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 стоп. Мне уже все нравится. Он ждал. Он выждал момент. Он выждал момент, люди, чтобы начать петь. Многие из вас, наверное, подумают, ну да, и что? Нет, не ну да, и что? Вы назовите хотя бы одного певца, который так делает, который чувствует момент, который позволяет тишине стать самой музыкой. Вы даже можете услышать, как что-то упало. Давайте вернемся назад и посмотрим заново. Я хочу, чтобы вы почувствовали, что там происходит. Да, видео начинается с девушки, которая смотрит на телефон, невзирая на то, что Димаш вживую выступает перед ней. Я в глаза твои, как в зеркало смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб я лишь гостем был в сумраке ночей и судьбе твоей. Я люблю тебя, как любят в жизни раз. Oh my gosh, you guys. Звук такой глубокий и богатый. И звук его располагается в самой задней части его гортани. Я также учил этому своих студентов. Это если вы выкурили целую пачку сигарет, и ваш голос звучал бы вот так. А также он использует очень много штрабаса, то бишь вокального фрая. Штрабас это... вот это вот. И именно штрабас позволяет его нотам быть вот такими низкими. И если бы он пел эту часть шепотом, допустим, звук был бы не такой же. И у него не было бы такого хорошего контроля над низкими нотами. А сейчас у него есть этот контроль. И есть ощущение, что это музыкальный театр или театр музыки, неважно. Он рассказывает историю и... Словно солнце в мире не было до нас. От забот и мелких ссор я тебя увел, и ключи от счастья для тебя нашел, для тебя нашел. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальных перезвон. Oh, that. So.
Получается, он сначала просто выговаривает слова, а потом позволяет звуку выходить, делая его пение текучим. И все это, о чем я рассказываю вам, в совокупности создает эту историю. Твое волшебное люблю. Я тихим эхом повторю, любовь похожая на сон. Okay, you guys. Когда вы учитесь петь высокую ноту, это сложно, да. Но вот это, вот так вот намного сложнее спеть, потому что нужно стараться оставаться на одной ноте, и нужно постараться, чтобы нота не была плоской. А она постарается быть плоской, потому что мы так деликатно, совсем немножко издаем звук. А вот он очень умело контролирует эту ноту и очень тихо ее поет. Если вы вдруг когда-нибудь услышите, чтобы парень пел такую высокую ноту, очень громко, то не удивляйтесь, потому что спеть эту же ноту, но очень тихо, вот это вот настоящая сложность. Счастливым сделала мой дом, но вопреки законам сна, пускай не кончится она. Окей, понятно, до этого момента он пел с огромным количеством воздуха. И чтобы так спеть, вам нужно делать вот так. Это позволит вам вместо... В этом случае ваши голосовые связки более закрыты. И мы добавим... И это позволит звуку стать как бы на придыхании, а также позволит держать микрофон очень-очень близко к рту. Я прощаю одиночество и грусть. Ты сказала, в них я больше не вернусь. Так бывает только в сладком сне, но любовь у нас наяву сейчас. Мне в глазах твоих себя не потерять. Как только он начинает добавлять громкости к своему пению, ему становится петь все легче и легче. Если вы вдруг практиковали петь эту песню, то эта часть должна быть для вас легче. Но чтобы петь тихо и притом высокие ноты, тут нужно много опыта, очень много опыта. Это уже совсем другой уровень. Просто вот так петь сложно. Разлуки нам любовь не разменять, и немыслимой ценой, и своей мечтой заслужил я это счастье быть с тобой. Итак, значит, он сокращает свои голосовые связки еще больше, чтобы создать такой вот звук. Но до этого он пел с более открытыми связками и с большим количеством воздуха. Мы всегда с тобой. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальных перезвон. Красивая ровно нота с вибрато. Твое волшебное люблю. I like that. No, no, no. It's not no. It's no. Сначала он позволяет звуку быть тихим и со временем стать громче. Я тихим эхом повторю, любовь похожая на сон, счастливым сделала мой дом. Окей, он встал на ноги, теперь у нас больше динамики, и даже камера стала двигаться намного чаще. И это не случайно. Частое движение камеры создает большую интенсивность в динамике песни.
А вот в вокальном плане его голосовые связки становятся намного ближе к друг другу. А еще он как бы больше опирается на ноты. Поэтому мы чувствуем большее пространство. Это драматическое изменение. Все эти уровни в пении, которые я рассказываю вам, напрямую относятся к тому, что мы чувствуем, когда слушаем музыку. вопреки законам сна. It's a lot of fun. Пускай не кончится. Окей, каждый раз, когда этот парень поет, каждый раз мне просто сносят мозги. Я даже не знаю. Кстати, сейчас надо мной пролетает целый самолет. Не знаю, слышите ли вы или нет. Вот я себя чувствую, как этот самолет. Я просто ошарашена. Просто ошарашена. Высокие ноты. Легкий воздух. Достаточный вокал. Незаметно. Вот вам просто 4 слова. Да, у нас одинаковые. Не хлопайте. Люди, не хлопайте. Почувствуйте этот момент. Почувствуйте то же самое, что чувствует он. Любовь, похожая на Поверьте мне, вы бы не хотели, чтобы я была в этой аудитории. Я была бы самой громкой в этой аудитории. Я просто не могла контролировать тебя. Идеально закреплено, идеально приподнято, назальные резонаторы открыты, все приподнято, есть хорошая резонация. Кстати говоря, у меня есть урок по тому, как правильно создать этот назальный резонанс. Ссылка будет в описании. Итак, вернемся к нему. У него все прям идеально расположено. Прям там наверху открыто, свободно, красиво, красиво. Slide up. Sitting down. Подождите, никуда не уходите, я должна заново посмотреть эту часть. Итак, значит, он тут сделал рывок снизу вверх. Он оттуда как бы поднялся, но с собой он не взял никакого веса. Не было никакого напряжения. Как только он начал петь эту часть, он был уверен, что он поднимется, у него был открыт этот резонатор, о котором я ранее говорила. А потом он сделал скольжение, он проскользнул как бы вверх, снизу вверх. Скольжение — это микродвижение в голосе. А потом уже он поднялся до той самой ноты, которая очень хорошо растянула его вокальные связки. Его вокальные связки были полностью закрыты, полностью готовы к этому пению. Дальше он решил, что он будет держать эту ноту, и вы могли увидеть, что его вес пошел вниз. Сбрасывая вес вниз, его плечи откинулись назад, что убрало напряжение с его шеи. Также должен отметить, что все его звуки очень красивые. Давайте посмотрим заново. пускай не кончится. Beautiful vibrato at the end. Oh.